Здорово, танкисты! Сегодня у нас на обзоре монстр за немецкую ветку Leopard 2 7V, который находится на боевом рейтинге 11,7. Танк мне понравился, я его выкачал с нуля и провел на нем десятки боев. Уже в первые выезды я делал на нем фраги. Выкачать в топ его не составило трудов, так как техника действительно хорошая. Я хотел бы видеть все больше и больше подобных машин в нашей игре, которые играются комфортно и приятно, а главное все легко, не нужно пытаться подстраиваться под технику, она подстроится под вас. Геймплей на нем интересный и разносторонний, вы можете играть как активно, так и пассивно, можно врываться, как я это делал не раз, а можно и занимать прострелы и кемперские позиции, играя от второй линии. На все это он способен. Как по мне, это универсальный танк, но все же есть как плюсы, так и минусы на данной машине, которые мы разберем прямо сейчас. Начнем с плюсов. У нас есть отличное 120 мм орудие с топовым боеприпасом ДМ-53 на 650 мм пробоя. Это как бы на минуточку самый мощный снаряд в нашей игре. У нас отличный тепловизор с хорошим качеством картинки, который поможет нам найти противника даже в самую плохую погоду. Рули горизонтального наведения орудия у нас аж 40 градусов на асах. УВН и минус 9, это очень хорошо, это позволит без проблем быстро навестись на цель, находясь в укрытии или в активном сражении. Едем вперед мы довольно бодро, если брать в расчет наши габариты и вес. Задний ход у нас отличный, до 30 км в час, плюс ко всему этому мы имеем довольно быструю перезарядку главного орудия, аж в 6 секунд на асах. А теперь к минусам этого танка, их будет довольно мало, и это радует. Из-за наших немалых габаритов и нашего веса мы не самый быстрый и маневренный танк в этой игре. Разворот на месте дается нам нелегко, так же как и преодоление каких-либо препятствий или заезд на горку, учтите это. Также отсутствие зенитных пулеметов на топ-тире это плохо, так как вертолеты душат почти в каждой игре. А теперь давайте рассмотрим компоновку этого танка и также получим парочку советов. Как видим, все тесно, но почти все члены экипажа, которых у нас 4, находятся за плотной броней. Уязвимые места у нас НЛД, люк мехвода с казенной частью орудия, борта и корма. Но это не означает, что мы будем ловить ваншот за ваншотом. Наш Леопард довольно крепкий и выдерживает иногда очень много попаданий. Ну а чтобы избежать ваншотов, есть парочка уловок. К примеру, не возите с собой много БК. Если вы возьмете 16 штук, то у вас будет находиться БК только в кормовой части башни. А это значит, что вас не смогут шотнуть через НЛД. Максимум поставят на мехвода или движок. В борт и корму то же самое. Также, если у вас есть кусты, то можно ими залепить переднюю проекцию танка, чтобы противник не мог легко выцелить люк мехвода. Это тоже поможет вам избежать ваншотов. Также советую не устанавливать модификацию дополнительной брони, она делает нас еще тяжелее и медленнее. И брони никакой не добавляет, так как это дополнительный слой металла на днище танка, который должен защищать нас от мин, а их в игре нет, по крайней мере на данный момент. И напоследок я хотел бы вам дать совет по игре на данной машине. Тут все очень просто, вам не нужно подстраиваться под машину, она реализует любой ваш каприз. Это универсальный танк для активной и пассивной игры. На этом я заканчиваю свой небольшой обзор и предлагаю вашему вниманию посмотреть рандомное видео, где я активно играю на данном аппарате. Легко и непринужденно. Приятного просмотра. Я сегодня играл на Т-90, я играл на тебе. Ты вообще ни о чем.
Я сегодня играл, меня шотали вообще в проекцию, просто стреляли, и я ловил ваншоты. Тут Т-80 едет. Дядя. Интересно. Не, ну там много звуков. Зря ты туда едешь. Зря, дядя, зря. Вот тут едет кто-то. А, вот. Это что такое? Не, ну я понимаю, что это броня такая у него специальная, все дела. Ну что, ничего, да? Ты поремонтируйся, постой. Давайте я вам подкину. А, все, да? Этого убили и продавили фланг. Ну, молодец. И что мне теперь делать одному здесь? Что мне делать одному? Кто-то мне скажет? Так, но он вроде не двигается, он стоит на месте. А чё он не двигается? Его что, выбили? Это чё? Это как? Он чё, без движка здесь стоял? Выключил двигатель и стоял? Так, а во что я вперся? Надеюсь, не еще один Т-90. Так, вот здесь, наверное, вот этот Абрамс, которого я в борт не смог пробить. А я опять с него не смог пробить в борт. Это что было? Это было Т-72Б3? Офигеть, я танканул снаряд. Офигенно. У меня перезарядка, мне нужно как-то уезжать. Что-то едет, что-то едет. Я лоханулся, сильно лоханулся. Но я просто реально сильно лоханулся. За мной едет 80-ка. За мной едет 80-ка. Какой урон. Еще один. У меня 2 снаряда осталось, кстати. Ну все, мне хана, да. Меркава, бессмертная Меркава. Кстати, его убили, по-моему, да? Дайте мне посмотреть. Не, это не того убили. Смертная Меркава. Не, ну нормально, тут неплохо так сыграл. Вернулся в ангар.